Артём, мальчик лет 8, никогда не сидел на месте. Его рыжие вихри всегда торчали в разные стороны, словно подтверждая неуемный характер. Он был из тех детей, кто сначала делает, а потом думает, если вообще думает. Сегодня Артём поссорилась с мамой из-за неубранных игрушек, которые, по его мнению, были важными артефактами в его секретной исследовательской лаборатории под кроватью. «Вот уйду от вас, и тогда поймете, кого потеряли», — крикнул он, хлопнув дверью. Его путь лежал к опушке леса, что начинался сразу за их деревней. Днем лес казался приветливым и полным загадками, шептал листвой и манил неизведанным. Артём не раз бегал туда, чтобы построить шалаш или понаблюдать за белками, и всегда возвращался к ужину. Но сегодня все было по-другому. Он убегал, а не просто гулял. Он был обижен, и лес казался идеальным убежищем для его великого побега. Заход в лес и первые признаки беды. Артём уверенно шагнул под сень деревьев. Сначала все шло как обычно. Он представлял себя бесстрашным исследователем, пробирающимся сквозь дикие джунгли. Собирал самые красивые шишки для своей коллекции, радовался каждому новому открытию. Вот поваленное дерево, словно мост, а вот полянка, усыпанная лесными цветами. Он даже на секунду забыл о ссоре с родителями, увлеченный своими приключениями. Но по мере того, как Артём углублялся в лес, что-то начало меняться. Солнце, которое еще недавно ласково пробивалось сквозь листву, стало клониться к закату. Длинные тени начали ползти по земле, искажая привычные очертания деревьев. Щебет птиц, который раньше наполнял лес жизнью, становился все тише, уступая место каким-то странным шорохам и потрескиваниям. «Наверное, просто ветер», — пытался убедить себя Артём, но легкое беспокойство уже закралось в его сердце. Он попытался найти знакомые тропинки, те самые, по которым он всегда возвращался домой. Но все выглядело незнакомо. Деревья казались одинаковыми, а путь, который он, казалось бы, запомнил, куда-то исчез. Именно тогда он понял, что заблудился. 3. Нарастание страха и темноты. Солнце окончательно скрылось за горизонтом, и на лес опустилась настоящая густая тьма. Теперь деревья уже не казались просто незнакомыми, они превратились в огромные, жуткие силуэты. Их изогнутые ветви вытягивались, словно цепкие лапы, готовые схватить. Артём сглотнул. Каждый шорох листвы, каждый треск сучка под невидимой лапой заставлял его сердце бешено колотиться. Ему казалось, что он слышит чьё-то тяжелое дыхание за спиной, хотя там не было ничего, кроме мрака. Звуки ночного леса, такие естественные для его обитателей, теперь звучали зловеще. Уханье совы разносилось эхом, словно чей-то зловещий смех, а вой ветра между стволами превращался в жуткий стон. Фантазия Артёма, такая живая и яркая днем, теперь рисовала самых страшных существ, чудовищ с горящими глазами, теней, что ползали по земле. К страху примешивался холод, ночная сырость пробирала до костей, а футболка совсем не грела. Живот свело от голода. Артём почувствовал, как слезы навернулись на глаза, а потом и вовсе хлынули ручьем. Он был один, совершенно один в этом огромном, пугающем лесу. Ему было так страшно и так беспомощно. «Мама! Папа!» — кричал он изо всех сил, но его голос лишь терялся в шуме леса, а эхо лишь разносило его отчаянные призывы, не принося никакого ответа. С каждой минутой надежда таяла, а ужас нарастал. Момент отчаяния и маленькая надежда. Отчаяние навалилось на Артёма тяжелым, давящим грузом. Он упал на землю, прижавшись спиной к шершавому стволу старого дерева, обняв колени. Слезы текли по щекам, смешиваясь с грязью и соплями. Он был уверен, что ему никогда не выбраться. Он представлял, как родители ищут его, как они переживают, и от этого становилось еще больнее. «Я больше никогда не увижу маму и папу», — прошептал он в темноту, и эта мысль пронзила его больнее любого холода. В тот самый момент, когда Артём почти сдался, сквозь густые кроны деревьев, где-то вдалеке, показался крошечный мерцающий огонек. Он был едва заметен, словно далекая звезда или светлячок, заблудившийся в лесу. Может быть, это был фонарь, а может, просто блик луны, пробившийся сквозь ветви. Но для Артёма этот слабый свет стал чем-то гораздо большим, символом надежды.
Он поднял голову, вытер слезы и пристально вгляделся в сторону огонька. Это был шанс, пусть и крошечный. С дрожащими от усталости и страха ногами, но с новой, пусть и слабой, решимостью Артём поднялся. Он должен был идти к этому свету. Спасение и возвращение. Артём, спотыкаясь о корни и ветки, двинулся к мерцающему огоньку. Каждый шаг давался с трудом, ноги дрожали, но образ мамы и папы, искорки надежды, давали ему силы. Свет то пропадал за деревьями, то снова появлялся, но Артём упорно шел вперед, не позволяя страху снова поглотить его. Казалось, этот путь длился целую вечность. И вот, наконец, сквозь плотную завесу деревьев он увидел не просто огонек, а яркий, ровный свет. Это был свет фар. Артём собрал последние силы и выбежал на небольшую поляну. Там стояла машина, а рядом с ней мама и папа. Они светили фонариком, их лица были бледными от волнения. «Артём!» — крикнула мама, и ее голос был полон одновременно облегчения и слез. Папа бросился к нему, подхватил на руки и крепко обнял. Артём уткнулся в его плечо, чувствуя родной запах и тепло. Он плакал, но это были уже слезы счастья и огромного облегчения. Вернувшись домой, в тепло и безопасность, Артём понял главное. Побег был глупой и опасной затеей. Он крепко обнял маму и папу, пообещав, что больше никогда не сделает ничего подобного. Лесной мрак преподал ему важный урок. Самое ценное — это не свобода от правил, а тепло дома и любовь близких. В эту ночь Артём заснул, крепко прижимаясь к плюшевому мишке, зная, что он в безопасности.